Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И в очередной раз всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, 26 апреля, 20-й день сезона. И завтра уже у нас будет подсчет рейтингов скоростных прохождений. На этот раз давайте рассмотрим башню Демона Тени. Связь стихий у меня вот такая. То есть обращу внимание, что огонь, свет у меня здесь вообще не прокачан ни на снижение, ни на увеличение. Тут, конечно, довольно-таки попроще в плане команд, потому что здесь одна единственная команда доминирует. И вы, я думаю, что понимаете, о ком я говорю. Это, естественно, у нас сбор. Сбор у нас во главе с Телендором. Самое главное, не смотрите, что здесь артефакт. Артефакт по факту здесь играет хуже. У него здесь 28 тысяч очков, но у него основная команда, которую он сейчас играет, это Аура. Поэтому свет-огонь на урон он вкачивал. И, кстати, обращу внимание, здесь Глэдис на разломе. Интересный на самом деле вариант, учитывая, что у него вроде как есть артефакт Глэдис. Но ему удалось вот такое количество очков набить без артефакта, во-первых. А у меня всегда без артефакта хуже было. И, во-вторых, вот с этим артефактом, а у меня с ним всегда было хуже. То есть, если он возьмет нормальные артефакты Глэдис и, соответственно, здесь для Телендора, который лучше подходит, то мне кажется, здесь будет 1035 очков. Пока что у нас плохо отбивали, это очень старые результаты. То есть видим таланты не прокачанные, хотя они, кстати, вообще здесь особой роли не играют. Главное Телендору закачать. Потому что Глэдис у меня была с 2 талантами, потом я качнул и полные. Немножечко урон у нее повысился, но по факту на результат этого практически влияния не оказало. Вот этот главный артефакт здесь, мышка. И с ним, как видим, да, 27 тысяч, то есть только единственное, что Глэдис артефакт. 27 тысяч те же самые набивают. Но тут разница еще по снаряжению есть, помимо артефактов. Но у Телендора есть лучший артефакт, чем мышка. Он появился в этом обновлении. Так, давайте я вам покажу. Сагомир здесь уже не актуален. Ну, то есть менее актуален, чем, сами понимаете, Анелизис. Инфернал тоже еще не отбивал. Он здесь решил воспользоваться джином. У него здесь один герой поддержки, и он решил, что усиление атаки на 10% будет для него очень полезно. Сколько он набил? 26 тысяч. Я думаю, что он сегодня еще улучшит результат. Глэдис у него с артефактом. Остальные все в урон. Понятно. Итак, вот такая вот расстановка. Эти двое стоят возле Телендора, потому что у них здесь вот это есть вещь. Да, у них мало атаки, но хоть какое-то количество они ему передадут. Ларентиль, сразу уж я его показываю. Ларентиль здесь в этом сете. У него чуть завышенная просвещенность с помощью вылавливания вот этих характеристик, да, и у него часы. Почему часы? Потому что я обратил внимание, что, без его вот этого навыка у Телендора урон стоит на месте. То есть Телендор ходит очень быстро, и поэтому ему нужно, чтобы Ларентиль как можно чаще успевал. Глэдис у нас здесь заливает вот этот олень. Кто не обращал внимания, на него можно тыкнуть, и у него есть навык. Он вокруг себя увеличивает 15% готовность абсолютного навыка периодически. Алтон у нас на заливке. Да, я понимаю, что у него очень быстрое срабатывание будет. То есть, наверное, секунд 13-12. То есть, этот сет будет срабатывать через раз. Вообще, по-хорошему, может быть, ему выгоднее будет поставить ограничение в 15 секунд. Я, кстати, не проверял. Если хотите, проверьте. Для меня это остался еще вопрос, который я, уже не хочу, если честно, заниматься. Я так не упарываюсь с башней. Телендор у нас максимум, естественно, крит шанс ему нужно около 60% общий, да, потому что еще 40 добавит Ларентиль своим вот этим навыком. И тогда у него будет 100%. Но Телендор часто ходит без Ларентиля, поэтому, может быть, можно даже и повыше. Если, конечно, не в ущерб крит урону, атаке, то можно чуть повыше сделать. Набор талантов у меня вот такой вот, все максимум в урон. Мифические предметы видим, да, что все в урон. Единственное, что разлом здесь не обязательно, потому что разлома у нас здесь по факту нету. Но просто у меня эти перчатки довольно-таки хорошие по характеристикам. А если у вас будет хорошие перчатки там на атаку, либо какой-то у нас еще бонус есть, не на разлом, то есть вы можете его поставить, с ним будет получше. Так как я здесь этого бонуса вообще не получаю. Так, здесь крит урон атака, здесь тоже атака крит урон, все как обычно.
И главный гость нашей программы, вот этот новый артефакт. Раньше мы ставили мышку легендарную, да, она заливку делала на 10%. Этот же артефакт делает в 2 раза больше, то есть на 20. Ну и плюс ко всему, учитывая, что он мифический, соответственно, он больше атаки дает, чем мышка. Поэтому этот артефакт является здесь наилучшим вариантом для Телендора. И Глэдис. Глэдис у нас приоритет в атаку, но только чтобы атака не была больше, чем у Телендора. И крит-урон, но только крит-урон должен быть не выше, чем у Телендора. Крит-шанс также можете делать до 60%, чтобы с Лорентилем было уже 100. О, кстати, а вот эти перчатки можно отдать Телендору и будет получше, скорее всего. Но у него тогда крит-шанс... ну там, кстати, запас есть. Так, интересненько, интересненько. Только что я говорил про перчатки. Да, вы посмотрите. Вот эти даже получше будут. Вот эти будут получше. Разлом здесь тогда отдадим Глэдис. Посмотрим, что за результат. Посмотрим. Я еще так не пробовал. И Анализис. Анализис у нас вот такая. Здесь появился сет вот с фей. Он неплохо так урон увеличил. Соответственно, вот это вот даем ей. Ей, если у вас получится, можно побольше ускорения навыков сделать. Кстати, то же самое касается Глэдис, если получится. Не помешает. Алтону не помешает и Лорентилю. Мне кажется, Лорентилю и Глэдис в первую очередь. Алтону на остаток. Также обращу внимание, у меня здесь вот такой код. Единственное, что у меня есть код вот такой вот. Практически один в один. Давайте сравним. Видим, да? Вот этот код и вот этот. Но здесь у нас на крит урон есть, а здесь есть ускорение. Но здесь есть вот этот навык. При убийстве врага союзник получает постоянное усиление атаки на 6%, то есть в итоге 18% атаки. Это очень много. Да, здесь нету вот этого таланта на 3% урона. Крит урона нету. Вот этого нету на 6% атаки. Но это не страшно. Мы здесь имеем 18%. В общем, вот этот код получше. Вот за счет вот этого таланта целых 18% атаки. Ну и плюс чуть почаще ходит. Хотя вот это вот вообще не важно, потому что, ну, тут умирают моментально враги, поэтому это не важно. Ну и, собственно, все. До того, как я вот эти перчатки сейчас поставил, у меня они уже набивали 31 там с копейками, почти 32 тысячи. А теперь давайте посмотрим после смены перчаток, что у меня здесь получится на этот раз. Ну и вот такой вот результат. То есть на 2000 там с копейками больше. Неплохо, неплохо, одни перчатки. И давайте посмотрим те команды, которые я вчера перебирал. Ну, Мороз, я пытался сделать интересную схему с заливкой Хвитар. Видите, вот здесь Теодор есть, Стансет Уравы. И, ну, вспомогательно получается Лосенью поставил и Аустра. Идея была в том, чтобы Теодор постоянно заливал Хвитар с помощью своего пассивного навыка. У нее здесь максимальное количество атаки. Таланты, обращу внимание, я не прокачал. Не знаю, они сильно повлияют, не сильно. Можете попробовать. У них комбо сильно сбивается часто. То есть довольно-таки неуверенно они идут. Когда особенно толстые мобы здесь выбегают. И урона не хватает. То есть они пропускают и комбо сбивается. Это самое плохое, когда комбо сбивается. Пускай они медленно его набивают. Но если оно будет сбиваться, то итоговое количество очков, которое набивает команда, будет значительно хуже. У меня нет возможности прокачать таланты. Можете попробовать вот с такой схемой команды и снаряжения. То есть, когда они заливают Хвитар. Если у вас только команда Мороза. Тем более, если у вас есть Этерил новая. Мне кажется, она здесь будет поинтереснее играть. Единственное, что у Этерил, по-моему, сколько там? 2 клетки атака, да? То есть, она на расстоянии атакует. Поэтому ставьте ее где-то вот тоже вот здесь, чтобы она могла доставать до мобов. Может быть, даже вот сюда ее надо поставить. Да, она сначала оглушение получит, но зато потом будет уверенно здесь их доставать. У меня вот эта вот недоделанная команда, то есть без талантов, без Этерил, она набивает достаточно мало, там что-то в районе 2000. Такой вот вариант, я просто должен был его протестировать. Он оказался слабеньким. Еще я потестировал, но здесь я очень на скорую руку одевал их, то есть вообще не смотрел на снаряжение практически, мне просто хотелось посмотреть, какой будет урон. Ну, тоже урон оказался слабенький. Здесь у нас на заливке с оленем стоит именно перкунты, потому что он здесь достает до всех. То есть у него нет вот этого затупа. Он не зависает, он бьет всех. Я его здесь одевал максимум, конечно же, с просвещенность и атаку. Арору тут поставил с этим артефактом. Ну так, на скорую руку их одел. Разлом как-то непонятно поставил. Таланты у меня здесь не докачаны, у меня просто нету.
ресурсов, чтобы это сделать. Что попало, им напихал. Ну, получилось чуть, по-моему, лучше, чем Мороз. Хотя тоже плохо. Но мне кажется, можно вытянуть при желании из этой команды хоть что-то. Если у вас других вариантов нету. Хотя, мне кажется, будут у вас варианты, потому что команда призыва, где она здесь у меня? Команда призыва после сбора здесь справляется наилучшим образом. То есть 4000, почти, по-моему, 5000, ну или 4 с копейками я здесь набивал. Учитывайте, что связь стихии у меня им вообще не вкачана, поэтому вот так. Тиамат у нас здесь заливается от оленя, она сама в сете кукольника. На разломе. Бернейт просто здесь есть. Ирзелас тоже здесь просто есть. Поставил я его поближе, чтобы он хоть что-то там доставал со своей ульты, со своих автоатак. Лильванис у нас здесь на входе встречает противников. У нее мало крит-шанса, но есть такой вот талант на 20% крит-шанса. Да, она у меня плюс 3. Ну что поделать, такие вот дела. Крит урона вот столько. За счет закалки я чуть поднял эти характеристики, поэтому она здесь неплохо урона вносит. Сентреля максимум в атаку. Ну и, собственно, все. Лильванис, не помню, сказал нет, чтобы она, да, противников доставала автоатаками, когда в драконе будет. Она у меня здесь стоит. Да, с бочки оглушения словится вначале, но это не страшно. Также у нас здесь код. Можно его поставить, если у вас вдруг есть, как я ставил на сбор, вот с этим талантом на увеличение атаки. Мне кажется, будет даже получше. Ну и, собственно, все. Таймингов нету. Бьют как получится. Ну и, собственно, сказать, добавить больше нечего. Если у вас нету Тиамата, если вы пропустили, да, в зависимости от того, какой у вас аккаунт, ну, можно попробовать Премцу поставить. Премцу, либо Изитарина. Премца сама по себе неплохо бьет по всей карте, но у Изитарина есть баф на усиление атаки. Что лучше в итоге будет, ну, можете проверить. Также можно попробовать вот этого волка, если он у вас есть. Он здесь у нас атаку на 35% повышает, поэтому можно попробовать. Это главное, что от него требуется. Ну и, собственно, все. Вторая команда после сбора по величине урона. А, нет, соврал. Аура, конечно же, Аура. Кто бы мог сомневаться, да, что Аура у нас совсем плохо здесь играет. Нет. Вторая команда на самом деле это Аура, а третья уже это призыв. Так, команда Ауры. Я ее дополнил здесь шахлой. То есть нам нужен 5-й ДД. Здесь не нужна какая-то поддержка. Я здесь добавил шахлу, она вроде как постоянно держит вот это увеличение критического урона на нашей Таресии. Но следите, чтобы у нее тогда была наивысшая атака у Таресии. Это не так на самом деле легко сделать, учитывая количество моих пробуждений. И то, что Таресия у меня без, опять же, пробуждения одевается в крит-шанс, там, крит-урон. 4100, 3950, 2800, 2900 и 3500. Видим, да? Слева-справа от Таресии стоят вот эти наши два дружочка-пирожочка. Они раздают атаку. Дианта у нас на разломе и на заливке. Линкас у нас с этим артефактом. Ну, сет, понятно, любой другой можете поставить. Это я применял команду с, по-моему, с воронки. Я взял команду с воронки, их особо не переодевал. Анелизис у нас в новом сете с рогом. И шахла у нас... Я ее одел в урон. Ну, подумал, может быть, она что-то там внесет. Учитывая, что у нее перескоки какие-то есть там и все вот такое. Она ничего не внесла, урона от нее вы не ждите. Ее главная задача это давать вот эти вот бафы. Дианту можно попробовать сюда, чтобы она разлом чаще кидала вот этот вот свой. Только я тогда не знаю, будет ли шахла поддерживать стабильно вот этот вот баф. Если у вас шахла нету, ну ставьте любую другую, да? Любую другую здесь штучку. Я не знаю, какая лучше подходит. Я их никого не тестировал, у меня здесь ни талантов, ни навыков, ничего. То есть я не знаю. В общем, вот такая команда. Набили они у меня 4700, то есть чуть больше, чем призыв даже. Если нормально поднастроить, если у вас связь стихии прокачана, то вы спокойно можете здесь неплохой результат выдать. Но, конечно же, сбор, он недостижим. С учетом специфики ульты Телендора. Ой, команду теней я попробовал. Они выдают смешной результат, но получше, по-моему, чем Мороз. Или удар молнии. Что-то такое, знаете, жиденькое, совсем жиденькое. Но при неимении другого варианта пойдет. Волк у нас здесь стоит на входе, да, чтобы доставать до всех. Также Аспальта, также у нас здесь Сейр стоит. Телди у нас выполняет функцию заливки разлома иногда. Ну и Дафна. Дафна здесь рядом с оленем стоит. Вообще здесь заливка не нужна, да, потому что у них энергия тени, и заливка никак не влияет. Но как есть, так есть. Лучше всего, скорее всего, всех одевать вот в этот сет на скорость атаки. Тогда и в рунах
тоже скорость атаки выцеплять. Тогда они будут чаще набирать свою энергию и, соответственно, бить чаще. Своими самыми сильными навыками. Таланты у меня здесь не у всех вкачаны, видим. Поэтому это могло сильно сказаться на результате. То же самое здесь. Здесь таланты вкачаны, но снаряжение видим, что довольно-таки слабенькое. Я пробовал здесь Азул. Азул здесь вообще бесполезное создание. Потому что он превращается в своего монстра и стоит на месте, на том же самом месте, где стоит. То есть у него настолько ограниченная площадь поражения, что это капец. От него толку никакого нету здесь. Они что-то выдали, по-моему, в районе 2000. Точно не помню. Ну, на крайний случай, если совсем все плохо у вас с командами, то можно попробовать. Более-менее справился Ледяной Взрыв. За счет наличия Фредгунды, за счет наличия, таких массовиков, да. Зорек там бьет тоже по карте. И Шина. Они вполне себе неплохо справились. И целых там 2500. Можно еще попереигрывать, со снаряжением поиграть. 2500 они у меня набили. Билдель у меня обычный, я взял команду с воронки. Видим, что все в урон здесь. Фредгунда в урон. Ой, не с воронки, с скоростных прохождений. И добавил сюда Блэддина, чтобы он давал баф. Вот этот вот. Ну и чтобы вот этот сет давал. Тоже. Плюс ко всему, он здесь за счет вот этого предмета еще Билдель немножечко урон увеличивает. Ну и Фредгунде тоже. Шина у нас здесь на разломе, так как она бьет длительное время, то есть может много этих разломов понакладывать. И стоит здесь возле оленя. Зорек, как обычно, на заливке. Ему можно другие перчатки, чтобы он урона побольше выносил. Кот здесь вот такой, опять же, скорее всего, здесь лучше будет кот вот этот вот с этим талантом на атаку. Опять же, чудес, да, не ждите, таймингов здесь нету, но вполне себе неплохо, 2500, там, может, больше смогут выдать. Ну и на этом все. Коды команд я оставлю в комментариях, и сейчас давайте пробежимся по нашей таблице, посмотрим, может быть, там что-то интересное из команд есть. Ну и как видим, здесь у нас из интересного это Лильванис плюс 5, который наносит мало урона, Премца плюс 5, Тиамат. Ну это все старые проходки, я так понимаю, люди как проходили в первые дни, так и проходят, не улучшая команды. Все просто забили на этот режим. И единственная команда Аура здесь вот 4000 набила. Ну вот так вот, показать здесь нечего. На этом все, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.